Друзья, привет! Сегодня я хочу рассказать историю, которую мне рассказал мой отец. Это было лет 40 назад, и мой отец тогда был подростком. И вот у его мамы, у моей бабушки, соответственно, на работе у сотрудницы какой-то должен был быть юбилей, и все другие сотрудники скинулись и купили ей очень дорогой, очень красивый подарок, какой-то эксклюзивный. Это был графин и к нему 6 рюмок. Все это было сделано из серебра, какая-то очень филигранная работа, серебряная проволока. Стоило кучу денег. И юбилей был условно через 2 дня, и моя, соответственно, бабушка, мать моего отца, принесла эту красоту домой на хранение и сказала своим домашним: подарок стоит кучу денег. Я кладу его в шкаф, будьте очень внимательны. К моему папе тогда, когда он был подростком, постоянно приходили домой друзья, каждый день. И она ему сказала: давай, пожалуйста, потерпи 2 дня, чтобы к тебе никто не приходил, чтобы никто здесь не шарил, не ошивался. Подарок очень, действительно дорогой. Хорошо. Была зима, и на следующий день мой отец пошел с ребятами играть в хоккей. И среди парней был один, у которого была очень плохая репутация. Он был такой местный бандит, местный хулиган. Брат его уже давно сидел в тюрьме. Сам он украл велосипед, украл у кого-то мопед. Он был на учете в милиции. Просто такая местная оторва. Но, тем не менее, все между собой общались. И вот игра заканчивается, и этот бандит моему папе говорит: слушай, холодно, пошли к тебе погреемся. Ну, мой папа говорит: пошли. Они приходят к нему домой, там сидят, разговаривают, греются, и он через какое-то время уходит. И вот он уходит, дверь закрывается, и мой папа думает: что я сделал? Мне сказали никого сюда 2 дня не звать. А я мало того, что позвал человека, так еще и не просто человека, а вора, у которого, ужасная репутация. Дай-ка пойду проверю. Открывает шкаф, открывает коробку, где должны быть 6 рюмок. И что он видит? Там не 6 рюмок, а 5. У него по спине просто бежит струя холодного пота. Он понимает, что если он расскажет об этом родителям, его просто убьют. Надо что-то делать. Что? Сказать никому нельзя. В милицию идти как-то не хочется, не принято. Нужно решить проблему. Каким образом? Очень просто. Он думает: правда на моей стороне. Я знаю на 100%, что произошло и кто виноват. Я знаю на 100%, кто взял эту рюмку. Это совершенно очевидно. Я пойду разбираться. И он идет к тому парню, бандиту, домой. Все знали, кто где живет. Приходят. Семья ужинает. Мать, отец, этот парень, бандит. Брата нет, брат в тюрьме. Отец мой, конечно, в состоянии непонятном, на измене весь, рассказывает, что произошло. И говорит: отдай рюмку по-хорошему, она не твоя. Этот парень начинает орать: какая рюмка, я не брал никакую рюмку. Отец его встает молча, подходит и, опять же, молча, со всей силы, наотмашь, по-мужски, со всей мужской силой бьет его кулаком в лицо. Папа мой никогда такого до этого не видел и не видел после. Он просто стоит в шоке вообще от этой сцены. Начинается скандал, визги, крики. Парень от этого удара улетел на другой конец комнаты. Он орет: я не брал никакую рюмку. Отец продолжает его бить. Просто жуть. После какого-то времени отец парня выводит моего папу из квартиры и говорит: ладно, тебе на это смотреть не нужно сейчас. Я все понял. Пока никому об этом не говори. Мы сейчас разберемся. К вечеру рюмка будет у тебя. Отец мой возвращается домой. Вихрь мыслей в голове. Он думает: я не знаю, что после этой сцены там может произойти. Может быть, он вообще его убьет. Но у меня тоже выбора нет. Меня тогда убьют, если этой рюмки не будет. Возвращается домой, ждет. Через какое-то время приходит мама с работы. Приходит, ставит на стол сумку свою и достает из нее рюмку. И говорит: слушай, мы с отцом твоим посмотрели утром, там у одной рюмки был дефект. Там серебряная проволока куда-то не в ту сторону пошла, некрасиво. И мы ее отнесли в мастерскую, и смотри, как здорово сделали, так быстро, за день, и вообще незаметно. Она теперь просто вообще идеально выглядит. Берет эту рюмку, открывает шкаф, открывает коробку и к 5 рюмкам кладет недостающую 6-ю. Немая сцена, мой отец сползает по стулу на пол.
Что делать? Делать нечего, идет обратно, домой к тому парню-бандиту. Рассказывает, извиняется, идет обратно домой. В следующую неделю он ждал какой-то ужасной над собой расправы, мести. Но, удивительно, тот ему ничего не сделал, никак его не избил, не убил, хотя, как говорит мой отец, имел на это как бы полное право. Обошлось без последствий. И мой отец делал очень такой, собственно, незамысловатый вывод. Никогда не обвинять кого бы то ни было, в чем бы то ни было, если на 100% не уверен в том, что произошло. И то, даже эта формулировка не совсем правильная, потому что в той ситуации мой отец был на 100% уверен в том, что произошло. Это было совершенно очевидно и несомненно. Домой приходит вор, и после этого исчезает ценный предмет. Так что переформулируем. Никогда не обвинять никого в чем бы то ни было, пока не уверен на 200, 300, 1000% в том, что это сделал он. Даже если, казалось бы, все на это указывает.